Как вы думаете, вот как раз то самое там типовое блочное или там панельное домостроение в загородной недвижимости может ли как раз помочь с, как сказать, ускорением решения вопроса, точнее указа президента о обеспечении жильем Боюсь, что граждан? в загородном строительстве главная проблема не сами здания, а коммуникации. Почему в городах дома безудержно растут вверх? Потому что так можно сократить площадь застройки, а значит сократить длину коммуникаций. Мгм. Производительность коммуникаций, конечно, наращивать все равно приходится. Все-таки это обходится дешевле, чем если, как многие предлагают, размазывать города тонким одноэтажным слоем. При загородном строительстве боюсь, что высотные дома будут пользоваться сравнительно малым спросом, ибо внутри города недостатки и технические, и психологические, связанные с проживанием в высотке, Мгм. компенсируются тем, что в городе очень много возможностей работать и зарабатывать, и до этих возможностей недалеко. Но если до этих возможностей далеко, то, соответственно, проблемы высотки уже ничем не компенсируются. Соответственно, либо надо продлевать сам город, как сделали с Новой Москвой, Мгм. либо идти на одноэтажное строительство и искать способы налаживания коммуникаций. Я, в частности, полагаю, что в одноэтажном строительстве главными коммуникациями будут все-таки дороги и электричество. Газ такую даль тянуть Дорого. значительно дороже, чем электрокабель. Кстати, я бы, честно говоря, и в городе от газа отказался, слишком уж взрывоопасно. Небезопасно. Вот. В центральной России воды, как правило, под землей достаточно, чтобы, располагая электричеством, можно было пробурить достаточно глубокую скважину, опустить в нее достаточно мощный насос и этим насосом толкать воду наверх. Для одноэтажного строительства, по сути, нужны только дороги и электричество. А строить за городом по тем же технологиям и по тем же стандартам, что и внутри города, Мгм. никто не согласится в таком жить. Разный формат жилья абсолютно. Разная психология у людей прежде всего. Одно дело, когда ты привязан к какому-то месту работы, и тебе важно быстро туда попадать. Мгм. Другое дело, особенно при нынешнем распространении удаленки, когда ты можешь сидеть в саду и стучать по клавишам. Но при этом вы видите все-таки, что потенциал загородного строительства будет развиваться. Будет. Но еще раз повторю, загородное строительство – это прежде всего коммуникации. А технологии, собственно, строительства Не так важно. отходят на второй план. Тоже вопрос бюджета скорее, да? Выбор технологии. В большей части нашей страны, похоже, самое выгодное загородное строительство все-таки деревянное. Я время от времени заглядываю на сайты, занимающиеся индивидуальным строительством. Мгм. В общем, цена вполне серьезного загородного дома площадью в несколько сот квадратных метров примерно соответствует цене московской квартиры в 3-4 десятка квадратных метров. Вот, причем технологии самые разнообразные. От
финских и канадских щитовых домиков с теплоизолирующими заполнителями до клееного бруса, пиленого бруса, оцилиндрованного бревна. Причем древесину предлагают весьма долговечную, вплоть до лиственницы. Ну, правда, у лиственницы есть одна проблема. Дом из лиственницы надо полностью обустроить и подогнать под свой вкус за первые пару лет. Потом она становится такой твердой, что как в бетоне сверлить гнезда под дюбели. Даже такой вариант все равно значительно дешевле городской квартиры. Ну, а если посчитать цену участка и цену подводимых коммуникаций, скажем так, самые большие дома из тех, что я сейчас помню, если к ним добавить цену участка, цену коммуникаций, набегает, ну, что-то порядка $1 миллиона. Теперь вспомните, какая квартира в Москве стоит $1 миллион, и сравните ее с домом в 2,5 этажа и площадью в 600-700 квадратных метров.